В последнее время наблюдается заметное обострение отношений между Россией и Азербайджаном. Хотя такое ухудшение диалога оказалось неожиданным для широкой публики, эксперты выделяют несколько ключевых факторов, как внутренних, так и внешнеполитических, объясняющих происходящее. Недавняя операция в Екатеринбурге против представителей азербайджанской диаспоры привлекла большое внимание. Несмотря на громкие заголовки и распространенные кадры задержаний, большинство задержанных вскоре отпустили, а глава диаспоры проходит по делу в статусе свидетеля. Даже его сын, причастный к инциденту с сотрудником спецназа, оказался на свободе. Эта ситуация вызвала дискуссии как в силовых структурах, так и в обществе. Часть экспертов отмечает, что подобные операции должны иметь четко обозначенные цели и последствия. По информации из различных источников, эта операция могла быть лишь частью более широкой кампании по ограничению влияния этнических криминальных группировок, связанных с теневой экономикой. Планировались и другие мероприятия, например, против таджикской диаспоры, но, как сообщается, дальнейшие шаги приостановили из-за активного общественного резонанса. Внутри силовых структур, по словам аналитиков, существуют разные подходы. Одни настаивают на продолжении операций, другие призывают действовать более осторожно, ссылаясь на необходимость поддержания социальной стабильности. Параллельно звучат предупреждения о возможных рисках роста радикальных настроений на фоне обострения отношений, включая потенциальную активизацию экстремистских групп. В Азербайджане на этом фоне принимаются меры, вызывающие обеспокоенность в Москве. Родителям школьников сообщают о планах поэтапного закрытия русскоязычных школ и переходе на обучение на азербайджанском языке в течение 3 лет. Официально это объясняют поддержкой государственного языка. Но некоторые комментаторы рассматривают это как признак постепенного дистанцирования от России. Дополнительные опасения вызывает информация посольства России в Азербайджане о случаях проверок документов у российских граждан, в том числе туристов. По свидетельствам, иногда подобные проверки сопровождались грубым обращением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава Следственного комитета России Бастрыкин и генеральный прокурор Азербайджана находятся в постоянном контакте. Он подчеркнул, что Россия защищает интересы своих граждан, не угрожая Азербайджану, а все действия российских силовиков связаны с расследованием конкретных преступлений. Однако усилия по нормализации ситуации пока не привели к заметным результатам. Как сообщают инсайдерские источники в Кремле, бизнесмен Ильхам Рагимов, ранее игравший роль неформального посредника между Москвой и Баку, получил отказ в личной встрече в Кремле. Это расценивается как сигнал, что традиционные каналы диалога сейчас работают не так эффективно. Азербайджанская сторона, со своей стороны, также не демонстрирует готовности к уступкам, несмотря на присутствие в России влиятельных лоббистов. По мнению ряда экспертов, Азербайджан с начала конфликта в Украине старался соблюдать нейтралитет, выстраивая диалог как с Москвой, так и с Киевом. Однако охлаждению отношений могли способствовать инцидент с самолетом «Азал», выполнявшим рейс Баку-Грозный, и отказ Москвы пойти на уступки по ряду ключевых вопросов. В азербайджанских СМИ появилась информация, согласно которой российские военные якобы были осведомлены о цели самолета, но все равно открыли огонь. Этот материал, возможно, долго хранился и был опубликован именно сейчас для усиления давления на Москву. Некоторые западные аналитики считают, что Баку стремится обострить ситуацию с Россией, чтобы получить более выгодные условия по другим вопросам, например, по проекту так называемого Зангезурского коридора, исключив из него российское участие. Азербайджанские издания сообщают о возможной близости соглашения с Турцией и Арменией, хотя Ереван официально пока не подтвердил эту информацию. Особую роль в происходящем играет Турция. Аналитики считают, что шаги Азербайджана координируются с Анкарой. Президент Эрдоган демонстрирует готовность выступать посредником, подчеркивая значимость Азербайджана в обеспечении стабильности на Южном Кавказе. В то же время Москва пока не готова допускать Анкару к переговорам напрямую. По словам главы аналитического центра Топчубашов Русифа Гусейнова, многовекторная политика Баку, включая союзы с Турцией,
Пакистаном, а также стратегические отношения с Израилем и Китаем позволило Азербайджану снизить зависимость от Москвы. Азербайджан укрепляет свои позиции, учитывая, что Россия, оказавшись под международными санкциями, заинтересована в новых транспортных маршрутах и рынках на юге. На этом фоне в Азербайджане звучат призывы углублять сотрудничество с Турцией в сфере безопасности. Бывший глава администрации президента Азербайджана Эльдар Намазов даже высказался за возможное размещение турецкой военной базы для обеспечения стабильности в регионе и защиты от внешнего давления. Российский МИД в ответ подчеркивает важность дружеских связей с Азербайджаном и заявляет, что внешние силы пытаются поссорить две страны. Россия выступает за восстановление стратегического партнерства. Любопытно, что российские государственные СМИ, в частности программы под руководством Дмитрия Киселева, использовали термин «среднее звено азербайджанской власти», объясняя локальные инциденты. Однако эксперты отмечают, что в Азербайджане существует жесткая вертикаль власти, где ключевые решения принимаются на высшем уровне. На фоне обострения отношений в Москве был задержан известный криминальный авторитет азербайджанского происхождения Вагиф Сулейманов, который, как ожидается, будет находиться 3 месяца в спецучреждении, после чего его депортируют. Также в Оренбурге задержан его предполагаемый соратник, известный под именем Заур, которому вменяют более серьезные обвинения, предполагающие реальное лишение свободы на территории России. Парадоксально, но одновременно с этим в российском политическом пространстве усилилась критика Армении. Отметим, что ряд депутатов Госдумы и Совета Федерации заявили, что Армения повторяет путь других стран, ранее дистанцировавшихся от России, после сообщений о возможной блокировке российских телеканалов. По мнению этих политиков, за разжиганием напряженности между Арменией и Россией могут стоять внешние силы, заинтересованные в дестабилизации Южного Кавказа. Постскриптум. Ситуация на Южном Кавказе остается нестабильной. Несмотря на все дипломатические попытки сгладить противоречия, ключевые вопросы остаются нерешенными. Москва, Баку, Анкара и Ереван продолжают искать баланс между национальными интересами и региональной безопасностью. Пока стороны ограничиваются жесткой риторикой и локальными действиями. Но в любой момент ситуация может выйти за рамки переговоров. Многое будет зависеть от следующих шагов региональных лидеров и от того, насколько они готовы искать компромиссы, а не усиливать противостояние. Как будут развиваться события, покажет ближайшее время. Таким образом, обстановка в регионе остается крайне напряженной. Разные страны и политические силы преследуют собственные интересы, и дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от дипломатических усилий и готовности сторон к компромиссу. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые актуальные политические новости.